Всем привет, всем доброго времени суток. Я приветствую гостей и подписчиков канала. Меня зовут Ева Лехцер. И по вашим заявкам в Инстаграм я сегодня выполняю те расклады на ту тематику, которая наиболее актуальна периоду Самайн. У нас идет сегодня день памяти мертвых, день общения с потусторонними силами, поэтому мы сегодня будем стараться по максимуму раскрыть наиболее важные и главные для вас темы. Сейчас мы с вами будем разбирать наиболее актуальный вопрос, есть ли на вас деструктив, либо какие-то энергетические блоки. Потому что очень часто вы говорите, что может быть длительный период неудач, ситуации, когда говорят, где тонко там рвется, когда рушатся один за одним планы, либо какие-то события не складываются. Или вы, в принципе, можете ощущать отток сил, потерю здоровья, ресурсов, финансов, то есть всего и сразу. Вот мы сейчас с вами будем пытаться прояснить эту ситуацию. Работаю сегодня с колодой «Красота ужаса». Выложу для вас 8 вариантов. Вы, пожалуйста, подумайте над тем, что для вас значимо, а непосредственно есть ли на вас деструктивная программа. Кто-то может, если уверен, что деструктивных программ нет, есть ли энергетические блоки. Потому что деструктив – это когда на вас наводят, а энергоблоки – это те, которые вы можете поставить себе сами. И мы с вами начнем. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 варианты. Арканы лежат перед вами. Возможно, если вам мало времени, вам нужно больше, знаете, как погрузиться в карты, выбрать вариант, либо прочувствовать аркан, то поставьте видео на паузу. Расслабьтесь, сосредоточьтесь, и выберите мысленно. Если необходимо, прикройте глаза, потому что крайне важно, чтобы вы находились в состоянии покоя. И мы с вами будем смотреть и анализировать. Итак, для тех, кто у нас выбрал первый вариант, у вас здесь ложится 8 жезлов. Энергетика у вас стабильна, она чиста. Все, что здесь может происходить, это какие-то внутренние установки, либо самонастрой. Я не вижу у вас здесь ситуации самосглаза или сглаза как такового. Энергия у вас циркулирует легко, свободно, стабильно. Все, что у вас здесь может происходить, это вы можете огорчаться от каких-то сообщений, информации. Потому что 8 жезлов, вы видите, здесь изображены тучи. На вас очень сильно влияют информационные потоки. То есть меньше читайте негативных новостей, меньше смотрите негативных новостей. Поскольку это у нас аркан общения, коммуникации, то постарайтесь ограничить общение с токсичными людьми. Либо с теми людьми, кто постоянно жалуется, ноет, потому что тем самым они из вас сосут всю необходимую жизненную энергию. Опять же, 8 жезлов – карта скорости. Вам, видимо, как никому другому нужно движение, нужна активность. Поэтому больше старайтесь бывать на свежем воздухе, гулять, путешествовать, заниматься спортом. Чем больше в вашей жизни будет активности, тем активнее вы будете пробуждать свою энергетику. Если вы сокрушались по ситуации, что у вас что-то не клеится, не ладится, то это как раз просто застой вашей энергетики. Она активно также может убираться массажем, она может убираться медитативными практиками, занятия и практика йоги, тибетские какие-то нюансы. То есть, если кто-то практикует из вас цигун, то вот это вот все будет способствовать тому, чтобы ваша энергия циркулировала активнее. У вас здесь все в порядке. Деструктива нет, энергоблоков нет, поэтому здесь вы можете быть спокойны. Для тех, кто у нас выбрал второй вариант. Если у вас деструктивные воздействия. По королю Пентаклей деструктивных воздействий не вижу, но хочу для себя прояснить ситуацию. Если здесь блоки на финансовый канал. Вот смотрите. Король Пентаклей и 2 чаш. Какая здесь ситуация? Здесь у вас может идти зацикленность на вопросах накопления, вопросах монетизации. И не говорю, что это плохо. Деньги всегда нужно уметь откладывать, нужно уметь копить, во что-то инвестировать. Но ваша проблема в том, что вы ни во что не инвестируете. Вы можете собирать или копить под подушку и крайне зациклены на материальном обогащении.
Это своего рода не порог, но если вы хотите, чтобы деньги в вашу жизнь входили в больших объемах, в больших размерах, научитесь делиться, научитесь отдавать. То есть это вопросы благотворительности. Возьмите себе за правило нюанс, и знаете, как такой вот пункт многих миллионеров, правило десятины, да, то есть 10-ю часть своего дохода отдавать. Вот тогда увидите, что у вас энергопотоки будут работать более активно, и ресурсы будут приходить в больших количествах, они будут увеличиваться, и ваши финансовые потоки будут активно работать. Деструктивных воздействий у вас здесь нет, переживать не стоит. Все, что могло быть, повторюсь, это финансовые аспекты, отток денег, застой в деньгах, но в ситуации решаемой. Каким образом, я вам озвучила. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, а вот здесь уже интересно. Здесь у нас падает колесо фортуны. Зачастую это аркан кармы. Опять же, ситуация, знаете, как то, что прописано свыше, то, что нужно отработать, то есть негативная карма, которую вы могли наработать в прошлых воплощениях. Зачастую эта карта говорит о резких переменах в судьбе, о которых вы не ожидали. У кого-то может быть излом судьбы, но и в целом зачастую у некоторых это блокировка финансового канала. Поэтому давайте проверим, что здесь по факту. Потому что сам по себе аркан не является картой деструктива. Поэтому мне здесь важно уточнить. Королева мечей, тройка чаш, шестерка пентаклей. Но здесь деструктивное воздействие есть, и здесь четко идет ситуация закрытия денежного канала. То есть у вас здесь могут быть долги, кредиты, постоянно масса финансовых обязательств. Или деньги не успели прийти, сразу же вы их потратили, ну, знаете, утекают в никуда. То порвалось, то сломалось. То есть деньги просто как в бездну. Вот здесь имеет смысл почиститься. Но, как показывают карты, тройка мечей, тройка чаши, шестерка пентаклей, это как воздать за содеянное. Подумайте, в чем и кого вы могли обидеть, в чем и кого могли вы, допустим, обмануть или поступить нечестно, некорректно. Потому что здесь помимо чистки нужно будет делать вопрос откупа. Вопрос откупа тем, кто в этом нуждается. То есть на ваше усмотрение, хоть там на животных жертвуйте, хоть там на детей, либо просто на тех, там, кто там болеет и так далее. То есть люди, которым нужна помощь, финансовая поддержка. Вот тогда вы сможете исправить ситуацию. Так, проанализируем тех, кто у нас выбрал четвертый вариант. Ох, какая карта. Семерка чаш у нас зачастую это карта морока. Карта оморочки, чтобы человек не видел истинного положения вещей, чтобы постоянно маялся в ситуации выбора. У кого-то это могут быть сложные сны, у кого-то могут быть видения, кто-то даже может испытывать галлюцинации. Я сейчас хочу... У кого-то, знаете, периодически могут накрывать панические атаки. Хотя сама по себе карта это не карта каких-то страхов и переживаний, но с точки зрения деструктивных воздействий, повторюсь, это карта оморочки. Мир, паж жезлов и отшельник. Здесь могут быть сделаны попытки закрыть человека от общения, чтобы он оставался в состоянии или в стадии одиночества. Либо чтобы человек неожиданно сам для себя стал интровертом. То есть закрывался от общения, от социума, погружался, знаете, как... Не могу сказать, что в самодостаточное одиночество, но здесь у человека как постоянно может идти отток энергии. Еще, если вы являетесь практиком, потому что об этом говорит отшельник, то вас пытаются закрыть, и пытаются закрыть вас как конкурента, то есть навести на вас ряд воздействий, для того, чтобы у вас голова была занята совершенно иным, и у вас не было возможности раскрывать свой потенциал, действовать в том русле, в котором вы хотите. Поэтому здесь чистки актуальны. Сейчас даже перепроверю. Карта сама выходит, суд. Видите, возрождение. Это уже карта чистки. Так. Семерка жезлов, дьявол, девятка мечей. Видите, нужно чиститься и закрываться от этого воздействия. Потому что это могут быть головные боли. Это могут быть, повторюсь, бессонницы, сбой цикла, режима дня. Это просто могут быть эмоциональные зависимости. То есть это все то, что блокирует вашу реализацию, вашу работу. Поэтому, мои хорошие, здесь действительно нужно заняться этим вопросом серьезно. Для тех, кто у нас выбрал пятый вариант, башня. Ну, я думаю, здесь даже
Акцент делать не стоит, да, по башне однозначно деструктив есть. Это разрушение энергетики, это разрушение состояния здоровья, это разрушение, в принципе, многих сфер жизни. Хочу посмотреть, что здесь. Жезлов, умеренность. Но здесь в первую очередь на вопросы здоровья. Двойка жезлов, умеренности, пятерка мечей, чтобы не было состояния покоя, не было состояния комфорта. У некоторых это, знаете, как увечье, потому что двойка жезлов, умеренности, пятерка мечей, то есть этот человек может попасть в какую-то передрягу, перепалку, драку, стать участником боевых либо конфликтных действий. Здесь человека нужно чистить. Я даже открою карту, видите, вот Луна, вот еще раз перепроверяю, деструктив однозначно есть. Поэтому здесь, мои хорошие, мне часто спрашиваете, подскажите практика. Ребят, практика не подскажу. Что могу посоветовать, порекомендовать? В зависимости от того, в какой вы религии, то есть в исламе, вы в иудаизме, вы в христианстве, в буддизме, то есть, как говорится, обращаемся к вашей религии, к вашему эгрегору и выполняем тот перечень действий, те чистки, отчитки, отливки, в зависимости, повторюсь, в какой вы религии, которые вам помогут от этого избавиться. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант, туз пентаклей. Туз пентаклей – это шикарная карта, это, наоборот, карта защиты. Здесь я не вижу ни финансовых блоков, здесь я не вижу каких-либо нарушений, уж тем более попытки вас пробить. У человека защита здесь может быть как родовая, как энергетическая, как эгрегориальная, так и поставленная магическая. Или ряд защит в целом. Но у вас здесь все прекрасно, все стабильно, деструктива нет. Для тех, кто у нас выбрал седьмой вариант, по четверке чаш. Карта депрессии, хандры, апатии, пессимистичного взгляда на жизнь. Это, в принципе, как я говорю, карта, ну не могу сказать, что лентяев, бездельников. Знаете, когда полностью идет отток энергии. Ничего не хочется делать, только спать, лежать, ни с кем не коммуницировать, от всех закрыться. Поэтому сейчас хочу дотянуть дополнительные арканы, чтобы посмотреть цепочку событий. Что у вас здесь? Семерка мечей, девятка мечей. Ой, здесь крадник. Крадник на молодость, на красоту. То есть вам может не нравиться внешний вид, вам идет ухудшение по состоянию здоровья. У некоторых здесь даже могут быть стать вопросы бесплодия и закрытия на реализацию в личной жизни. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Ну, давайте посмотрим. За что? По карме или за какие-то действия в текущей жизни. Десятка жезлов, рыцарь жезлов и солнце. Кого-то вы здесь отвергли. Не захотели вы с кем-то здесь выстраивать взаимоотношения. Не приняли вы чью-то страсть и радушие. И вам вот здесь пытаются отплатить. Так, чтобы вы своей любовью и вниманием больше не делились ни с кем другим. И для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант, двойка пентаклей. Вообще эта карта у нас бинарного отворота. Но я лучше проясню, чтобы это у нас было, так сказать, наверняка. Что здесь? Императрица, паш чаши, солнце. Нет, у вас здесь нормально все. Единственный момент может быть нестабильность в энергетике, то есть спады, перепады настроения, либо перепады активности. То хандра, усталость, отток сил, то прям энергоподъем, и знаете, как следствие, как вы, как энерджайзер. Здесь у вас хорошо, я не вижу у вас здесь деструктивных программ. Итак, повторюсь, деструктивные программы. Здесь у нас во втором варианте энергоблоки, третий, четвертый вариант чистимся, пятый и седьмой чистимся. Что ж, ребят, возьмите себе на заметку, если необходимо, можете это перепроверять самостоятельно дома. Часто меня спрашивают, как перепроверить, если деструктив. Ну вот смотрите, у меня, правда, эта свеча обычная, вы берете церковную свечу. Предположим, что это у меня свеча, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Да, я вам покажу так. Вы берете свое фото, свежее, в полный рост, где у вас открыты глаза, где все хорошо просматривается. То есть могли сфотографировать и пойти распечатать. На телефоне, конечно же, вы этого не делаете. Берете зажженную церковную свечу, представим, что это свеча. И вы начинаете себя медленно крестить. И если вы в православии, то вы читаете «Отче наш», либо Псалом 90. Если вы в исламе, вы читаете 3-ю или 5-ю суру Корана. В то, что касается иудаизма, не подскажу. То есть и других конфессий, других религий. Итак, вы трижды читаете молитву и медленно
крестите. Если пламя свечи у вас будет вот такого плана, ровным, спокойным, свеча у вас не коптит, не трещит, а поверьте мне, если у вас все хорошо, то свеча не будет ни коптеть, ни трещать, она будет ровная. Если вы будете видеть какие-то интенсивные наплывы с одной стороны свечи, как говорят, свеча плача, да, либо она меняет свой цвет, становится темная, когда она течет, вот это вот, на вас деструктив есть. Если у вас есть возможность, чтобы вас продиагностировали, кто-то лично, может быть, из ваших родственников, то вы также покупаете церковную свечу, также вы читаете молитву. Но в этом случае представим, что это вы стоите, и, допустим, мама, да, которая вас диагностирует, берет свечу, то она читает молитву с лица и вас крестит, она читает молитву со спины и вас крестит, и третий раз у темечка она вас крестит и читает молитву. Старайтесь так, конечно, чтобы не подпалить волосы, не спалить. Ну и, конечно же, таким образом вы диагностируете, есть деструктив или нет. Если вам некому помочь, либо вы не хотите кого-либо посвящать в эти моменты, в эти нюансы, то, безусловно, эту диагностику вы выполняете сами по своей свежей фотографии в полный рост. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной. Используйте себе во благо, перепроверяйте. Можете эту информацию перепроверить самостоятельно, раскинуть на себя, если на вас деструктив, или у иных практиков. Поэтому всем здоровья, не болейте, всем чистой энергетики и приятных перемен в жизни. С вами была Ева Лехцер. Я вас благодарю за просмотр и до новых видео.